15 лет назад мир впервые увидел культовую стратегическую игру в жанре Tower Defense под названием Kingdom Rush, разработанную игровой студией Ironhide Game Studio и выпущенную 28 июля 2011 года. Именно в тот момент была заложена основа для популярной серии, которая завоевала любовь миллионов игроков по всей планете, благодаря глубокому игровому процессу и харизматичному стилю. И даже сейчас, спустя столько лет, игра все еще популярна и остается одной из лучших в своем жанре. Под это грандиозное событие разработчики раскрыли тайну последнего режима Genesis, анонсировав возвращение классики, благодаря чему каждый желающий сможет пройти всю кампанию, используя лишь классический набор башен Kingdom Rush с оригинальными путями улучшения и одним единственным героем. И конечно же не забыли про Kingdom Rush Battles, наполнив пятый сезон ностальгическими воспоминаниями и олдскульными плюшками. Чего только стоит классический загрузочный экран и пробирающая до мозга и костей знакомая всем мелодия Kingdom Rush, в том числе и на босс-файтах. Аж мурашки по коже. Для более изысканных гурманов и модников представлена свежая косметика в стиле старой школы. И на самом деле выглядит она действительно потрясающе. Правда, в основном самое интересное можно получить лишь за донат. К тому же, начиная с этого сезона, топ-50 королевств наконец-таки будут получать свои заслуженные награды. Но только 3 лучших королевства будут иметь возможность разблокировать эксклюзивный аватар для каждого члена клана. Гляньте, какие они милашные. Но самое вкусное, что подарит любителям КРБ 5 сезон, это временное усиление классических карт, о чем я расскажу, когда затрону тему баланса. И конечно же новый сезонный герой, самый великий и могущественный маг всех времен и народов, темный владыка Вест. Получить данную легендарную карту можно будет гарантом за 120 сезонных кристаллов. А если очень повезет, можно выбить на первой или второй крутке, как это сделали несколько моих подписчиков. В том числе и самый милашный ужик нашего сообщества Егор, который помог мне в разборе нового героя. А теперь, друзья, по порядку. Везя имеет 2 нижних пассивки. Мана ярости увеличивает урон магических спелов, и магический пульс уменьшает КД магических скиллов. К тому же при каждой атаке Везнан навсегда уменьшает вражескую магическую броню, но это не распространяется на боссов, так как те лишь временно находятся под влиянием такой магии. Еще одна пассивная способность — таинственное искривление. Герой может телепортироваться, оставляя за собой зону телепорта, которая откидывает врагов назад. Данный навык имеет время на перезарядку. Очень мощно выглядит темное пришествие Везнана. Когда герой погибает, спавнится архидемон, который больно бьет по площади, при этом оглушая врага, в том числе и босса, что довольно полезно. Ну а теперь по основным скиллам. Адское подношение. Везнан создает круг, в котором убивает кого угодно, кроме мини-боссов, и за каждый килл спавнит оппоненту демона, причем на том же месте, где убил. Демон поддается воздействию полиморфа, и саботажем можно снять его физ брони. Если вблизи демона погибает юнит соперника, на его месте появляется еще один демон. Вот такой интересный, друзья, процесс размножения. Как заметил Егор, данный навык не действует на скелетиков и других призывных юнитов, как саботаж, а просто ваншотит малышей. Зацепив одного моба, круг сразу закрывается, а не 4, как указано в описании. И наоборот, если при срабатывании навыка враг неожиданно сдохнет, круг терпеливо будет ожидать, пока туда не зайдут 4 моба. Но самое обидное, данный навык Везнан применяет и на боссе, стреляя в молоко, так как круг мгновенно закрывается. И последняя способность Вези — это удар душ. Больно бьет любого врага на карте несколькими ударами, каждый из которых, если убьет, то ударит еще кого-то рикошетом. Но и тут есть недоработки, опять-таки спасибо ужику. При использовании данного навыка есть большая вероятность, что урон по мобу не нанесется. Почему? Да хер его знает. К тому же сам урон не чистый, а магический. Соответственно, удар душ не снимает маг броню у мобов. Вот такие помидоры. Как итог, герой довольно балансный. И если пофиксят все вышеуказанные баги и слегка доработают его скиллы, будет очень даже веселый и играбельный персонаж. Чутка потрениться, прочувствовать темную душу Везнана, и можно покорять стадион. Ну а теперь к самому масштабному — новый баланс в игре.
В первую очередь изменения коснулись лиг. Как именно? Увеличено здоровье и урон мобов. Особенно это касается чемпионской лиги, где играть станет намного сложнее. Не оставляет надежд сделать Айгона играбельным. Ему увеличили базовый урон, урон от противовоздушного щита и уменьшили КД священного щита. Сомневаюсь, что это ему поможет. Ингвару также увеличили урон от базовой атаки, но при этом слегка забрали здоровье. На 1 секунду увеличили длительность действия медвежьей формы и увеличили время восстановления способности Зов предков, прилично добавив этой древности урона и здоровья. В очередной раз понерфили Кощея, снизив урон от основной атаки и от чумного облака, а также почти на 9% ослабили его виверн. К большому моему сожалению, пофиксили и мою любимую птичку Феникс, хотя справедливости ради это было больше необходимость. Снизили здоровье героини, а также урон, наносимый противнику заклинанием очищающий разряд. Увеличили скорость и область действия Феникса, добавили урон от базовой атаки и от пылающего потомства, а также слегка увеличили продолжительность действия огненного кольца. Думаю, от таких новостей кольцо противника слегка сожмется. Чутка переработали форт арбалетчиков. Увеличение дальности действия навыка Сокольничий уменьшено на целых 30%. Также на 20% снижен максимальный урон от залпового огня. К тому же уменьшен процент критического удара у Сокольничего для каждого уровня прокачки башни. Охотничий форпост. Увеличили урон от медвежьего капкана, как и длительность действия самого навыка. Это же касается и охотничьего орла. Стоимость разведки и охоты снижена до 140 золотых, а здоровье увеличено. Поработали и над заклинаниями. Увеличена концентрация дот проклятой лозы. Изменили процент снижения скорости до 32%. Продолжительность действия полиморфа уменьшена с 8 до 7 секунд. А время восстановления увеличено с 28 до 35 секунд. При использовании саботажа снижение любой брони изменено с 95% до 68%. С возможностью увеличения процента в зависимости от прокачки заклинаний. Продолжительность действия увеличена до 14 секунд, а сам радиус действия уменьшен. Ну а теперь, друзья, о временном усилении классических карт. Пускай шлем Геральду все еще не вернули, но зато временно увеличили ему здоровье, скорость регенерации и урон от базовой атаки. Принцессу Алерию качнули еще круче, увеличили урон от дальней атаки, в том числе от многократного выстрела, и урон в ближнем бою, улучшили здоровье и увеличили процент вероятности быстрого уклонения, увеличили урон и добавили здоровье дикой кошечке. Попытались сделать играбельной башню лучника, увеличили базовый урон и урон от кровотечения, на целых 25% увеличили урон от заряженного выстрела и от залпа стрел. Временно бафнули и так мощную башню маны, увеличили урон как от базовой атаки, так и от скиллов. Гномья артиллерия не обошли стороной и эту башенку, знатно прокачав все способности толстушки. Как и не забыли про паладинов, увеличив мальчикам здоровье, урон, скорость регенерации и вероятность применения железной воли. Урон от священного удара тоже увеличен аж на 25%. Правда, к сожалению, забыли о мушкетерах, варварах, Тесле и лесном братстве. Наверное, эти карты и так люто дикие. Что касается заклинаний, увеличили урон от огненного дождя и добавили здоровье и силушки нашему родненькому подкреплению. Как я и говорил, обнова реально масштабная. Надеюсь, вам хватило терпения дослушать мой треп до самого конца, и информация была действительно интересной и полезной. Я все еще буду некоторое время занят, и не часто буду появляться в эфире, но постараюсь записать несколько видосов наперед, чтобы вы не скучали. Ну а на этом, друзья, буду прощаться, берегите себя, и да пребудет с вами сила. Всех обнял.